Как правильно выбрать адсорбенты для разделения газов? Для адсорбционного разделения газовых смесей. Равновесная адсорбционная емкость газовых компонентов и коэффициент разделения между ними являются двумя основными показателями для оценки и выбора адсорбентов. В целом, равновесная адсорбционная емкость определяет количество используемого адсорбента, а коэффициент разделения влияет на эффект разделения между газами, что в конечном итоге отражается на частоте газового продукта и коэффициенте извлечения. Чем больше коэффициент разделения, тем выше частота газа и степень извлечения продукта. Эффективность разделения широко используемых адсорбентов для различных газовых смесей приведены в таблице 1.1 и таблице 1.2. Для смеси азота и водорода коэффициент разделения составляет 7,48 на активированном угле, что меньше, чем 22,15 на молекулярном СТ5, а равновесное количество адсорбции азота на молекулярном СТ5 составляет 8,64 мл на Г, что намного больше, чем 4,49 мл на Г на угле, поэтому молекулярное СТ5 обычно выбирается в качестве адсорбента для разделения газовой смеси азота и водорода. Для смеси моноксида углерода и водорода, хотя коэффициент разделения активированного глинозема и силикагеля составляет 5,56 и 7,7 соответственно, адсорбционная способность моноксида углерода слишком мала, всего 0,5 мл на Г и 1,91 мл на Г, что не подходит для разделения смеси моноксида углерода и водорода. В то время как коэффициент разделения молекулярного СТ5 и активированного угля более 10, а равновесная адсорбционная способность моноксида углерода на молекулярном СТ более чем в 3 раза выше, чем у активированного угля, и достигает 23 мл на Г. Поэтому адсорбент из молекулярного СТ5 обычно используется для разделения газовой смеси моноксида углерода и водорода. Для газовой смеси метана и водорода при выборе адсорбента, учитывая, что активированный уголь имеет наибольшую равновесную адсорбционную емкость и коэффициент разделения для метана, чем молекулярный СТ5, а силикагель и активированный глинозем, принято считать, что активированный уголь больше подходит для разделения метана и водорода. В заключение, для газовой смеси азота и водорода, моноксида углерода и водорода, метана и водорода коэффициент разделения составляет более 20, как для молекулярного СТ5И, так и для активированного угля. Это указывает на то, что эффективное разделение и очистка водорода может быть достигнута с помощью молекулярного СТ5И или активированного угля. Для смеси угарного газа и метана, угарного газа и азота коэффициенты разделения между компонентами составляют менее 3 для всех 4 адсорбентов в таблице 1.2, что указывает на то, что эти обычно используемые адсорбенты трудно использовать для эффективного разделения этих газовых смесей. Для смесей моноксида углерода и метана, моноксида углерода и азота, как правило, необходимо использовать адсорбент с медной загрузкой, где медь и монооксид углерода могут образовывать сложные связи и эффективно адсорбировать монооксид углерода для улучшения селективности адсорбции моноксида углерода. Для смеси метана и азота коэффициент разделения молекулярного СТ5И и активированного угля составляет 1,5 и 3,12 соответственно. А равновесные адсорбционные емкости метана составляют 12,94 мл на Г и 14,1 мл на Г соответственно. И значительные различия между ними в основном отражаются в коэффициентах разделения. Таким образом, активированный уголь больше подходит для разделения смеси метана и азота. Однако насыпная плотность активированного угля меньше, и объем адсорбционной башни будет больше. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы найти больше информации.